Всем привет! Сегодня у нас снова распаковка коробок. Коробки сегодня две, моя целевая, не знаю какая, поэтому начнем с этой. Так, тут у нас обода, значит, это не моя коробка, это отдаем парням на сборку. Значит, это моя коробка. О, это уже мое. А в коробке вот такие колесики, которые я заказал себе на сей раз. Ну вот я смотрю вот это колесо, но выглядит оно весьма солидно. Даже есть желание себе такие колеса, возможно, заиметь. Немножко про колеса. Во-первых, мне правда понравились те колеса, которые Алексей показывал. Вот. А во-вторых, давным-давно у меня были карбоновые спиннержи. Хочу сказать, что это совершенно другое ощущение от езды на велосипеде, потому что, во-первых, такие колеса, они предельно жесткие. С любыми спецовыми колесами реально они не сравнятся. Ну, во-вторых, конечно, внешний вид совершенно иначе велосипед выглядит. Тут, правда, есть разные мнения. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но мне лично нравится. Вот, конечно, хочется на них прокатиться. Параметры колеса в табличке приведем. Я сейчас просто их уже не помню. История заказывалась давно. При заказе указывается втулка, какая будет стандарт осей. В основе здесь стоит 240-я втулка EXP новая. Ну, ты мне дал нерабочий из всех трех циркулей. Что, ты на глаз не можешь? Ну, сам талант. Так, вопрос из зала, какая внутрянка? Внутрянка 30-ка. Да, ну, для кантри вполне себе нормально. Вот, колеса я специально заказал не бустовые, чтобы их можно было поставить и на старый велосипед, и на новый. Колпачки переделаем, опять же, в свете того, что это карбон. Вопрос зонта на бустовом колесе, он теряет смысл, как бы вообще пофигу. Какие еще бывают колеса? Ну, я вот катался на спиннерже Revex Rocks. Еще довелось покататься на такие были колеса Spin трехлопастные. Ну, ощущения те же самые. Монолитное колесо, жесткое, тоже очень эффектно выглядит. Вот, еще были Гремека. Но там прям чугун был, как вот современные вот эти монолитные колеса на китайских велосипедах. Вот, а это все-таки довольно легкая тема. Вес переднего 725, а заднего 825. То есть получается 1550 грамм. Ну, в принципе, нормальный вес. Что интересно, конечно, это как вот они это делают. То есть они берут, получается, втулку. Вот, на выбор там есть всякие новотеки, ДТ разные. Вот, получается, что, ну это мысли вслух, они, значит, берут вот эти вот фланцы для спиц, видимо, туда какую-то несущую опору вклеивают или что-то еще, и дальше на нее вот строится вот эта монококовая конструкция. Боюсь, узнать мы этого пока не сможем, если только сломать колеса. Недавно наш приятель заказал аналогичные катки Bike Ahead, сравнительную табличку приложим. Но вот я уже смотрю, что по факту у Next качество даже аккуратнее сделано, чем у Bike Ahead. Слав, помнишь там, как клей торчал на тех картинках? Я фотки видел. На фотке, да. Выглядело прям неряшливо очень. Ну вот посмотри, здесь довольно аккуратно все сделано. Но то, что вот оно у тебя не матовое, а под лаком, оно позволяет разглядеть, как бы, как оно... Да, просто там вот у Bike Ahead, там прям вот такие наплывы клея были видны из-под втулки. А тут они как-то все это довольно аккуратно закрыли. Значит, касаемо цены. Но если не заморачиваться по 240 втулкам, тут просто в рамках промо китайцы дали очень хорошую цену, то в целом вот такие колеса можно взять где-то по цене в районе $1000. Что, в общем-то, довольно-таки хорошо, потому что в любом случае карбоновые колеса будут стоить вам примерно таких денег изначально, но при всем при этом вы получаете, во-первых, совершенно иначе выглядящий продукт. Во-вторых, еще раз говорю, что ощущения от езды на таких колесах, они радикально другие, и это, ну, наверное, это сопоставимо, как если кататься на алюминиевом велосипеде, а потом сесть на какой-нибудь
карбоновый каньон. Вот это ощущение, что вот эта монолитная конструкция, совершенно все это иначе ощущается. Но, в принципе, если кому интересно, ну, подъезжайте в мастерскую. Если велосипед будет здесь висеть, попробуйте. Я даже готов дать прокатиться. Потому что это не фантазия. Хотя мне друзья сказали, что ты взял себе шнягу, это все колеса телеги, Ашан и прочее, но плевал я на их мнение. Что беру, то и катаю. Чтобы было понимание, аналогичные байкохеды стоят больше 3000 евро. То есть разница в разы. Вот, и при всем при этом, ну да, там они будут на 100 грамм, наверное, полегче, но стоят ли эти 100 грамм такой переплаты, вопрос открытый. Само собой получается, что колесо True Tubeless, никакие ленты ему не нужны, есть одна дырка под ниппель, бескамерные ниппели в комплекте. Вот, и в принципе этому колесу, как и всем вот этим колесам, про которые я говорил, совершенно не нужно никакое обслуживание, кроме втулки. У него не надо ничего подтягивать, никакие вопросы спиц его не касаются. Да, еще касаемо, ну, эти колеса новые, а вот старые колеса, спиннержи, они были такие 4 сдвоенные лопасти, и они прям такие острые были. То есть это именно были листы карбона, и снаружи вроде бы конструкция хилая, но по факту там были случаи, когда в лесу попадали в колесо ветки, то есть здесь получается вот угол такой, а там вообще был 90 градусов. И ветку просто перерубало, а на лопасти оставался там, ну, может быть, чуть-чуть там скол. То есть эта вся история довольно прочная, а из-за того, что они очень травмоопасны, такие колеса в свое время были запрещены для участия в гонках, потому что я думаю, что если, конечно, в завале попадет там рука, то последствия будут весьма плачевные. Собственно, по-моему, везде, кроме Ironman, выпускные колеса до сих пор в соревнованиях запрещены. Вот. А еще можно вот так вот сделать. Вот так вот. Вот так вот. Ходить как вот идиот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Еще удобно то, что их очень просто мыть. Взял тряпочкой, протер, и они блестят. Вот. А с теми спиннержи, про которые я рассказывал, вспомнил забавную историю. Они у меня долгое время стояли на хардтейле. Ну, вот. А потом я, когда переходил на Epic, я специально искал Epic первого модельного выпуска, который был совместим с вибрейками, чтобы поставить те колеса туда и щетки на них еще покататься. Я так и катался на них, вот, но в итоге, когда вот уже случился переход на 27-е колеса, пришлось там расстаться с велосипедами, с колесами, очень жалко было. Но кататься на лопастных колесах всегда хотелось, вот я наконец-то дождался. Ну, в общем, от слова к делу, мне захотелось очень прокатиться, поэтому немедленно будем ставить колеса. Ребята дали какую-то Uber-машину для откручивания кассет. Фантастика. Так. И, кстати, тоже интересный момент. Там лопатку ты не зафиксируешь на спицу. Есть свои нюансы. С минимальным моментом руками потом подзатягиваются. Болты периодически надо проверять. Недавно на катке оказалось, что 2 болта потеряно. 1 болтик одолжили у катальца. На 5 болтах тоже можно катку докатать. Опасность в том, что если болт раскрутится, может подрать раму и вилку. Если там маленькое расстояние, то есть в случае какой-нибудь лефти, там все может плачевно закончиться. Очень туго идет. Есть контакт. Слушай, ну приятно. Приятно. Говорят, как курьер езжу. Ну, пускай.
Вот это прям хорошо. Осенний тест-драйв Ашан Байка на карбоновых тапочках. 29-й нехты. Во. Now I know y'all be loving this shit right here. IMP, Biscuit is right here. People in the house put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. 1, 2, 3 times 2 to the 6. Jonesing for your fix of that Limp Bizkit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up. Так, добрый вечер, вас приветствует YouTube канал Велобазы. И мы хотим сейчас взять интервью у человека, который только что обкатал Ашан колеса на трейлах Битцевского леса. Скажите, пожалуйста, какие впечатления у вас от ваших колес? Очень яркие. А туда смотрите, туда. Ты можешь куда хочешь, я не знаю. Очень яркие впечатления. Колеса. В микрофон говорите, пожалуйста, у вас не слышно. Не надо брать микрофон. Колеса прям очень... Ну, что ты мне перед глазами ты маячишь пониже, вот так. перед- вот. Колеса очень жесткие, четко едут по трейлу. В общем, я сейчас еще пока в себя просто немножко не пришел. Тут скользко. Но хорошо едут. Скажите, пожалуйста, а могут ли эти колеса компенсировать отсутствие скилла? То есть вот, если я поставлю, допустим, на свой велосипед эти колеса, смогу ли я пулять 20-метровые гэпы? Однозначно. Однозначно, да, сразу же. Вот, единственное, надо ходов побольше. Ходов побольше? Да, тут они аэро как раз позволяют ходов Позволяет набрать. ходов и набрать, да. Сразу так. Ну, я думаю, что full face обязательно, да? И тогда можно пулять где-то 30-метровые гэпы, да? Да, можно прям вот туда и в обрыв, прям сразу, во враг ехать. И на Red Bull Rampage можно. Ну, конечно, я это имею в виду. Ну, как бы у нас просто нету мест, где можно катать. Это так, условий нету. Ну, то есть я подумал, может быть, какой-нибудь, не знаю пока. Ну вот, дорогие зрители, вы сами все видели, здесь ничего не придумано, все вот как есть, так вам и рассказали. Спасибо вам большое. Прокатился я на велосипеде. В целом все мои ожидания оправдались. Колеса едут хорошо, очень жесткие, очень четко велосипед рулится, как следствие. Едет по трейлам четко, может быть, частично есть эффект плацебо. Колеса мне очень нравятся, как выглядит. Выглядит отлично. Вот, поэтому в целом все, что хотел, получил. Колесами доволен. Ожидания полностью оправдались. Буду кататься, буду кайфовать. Вот, а если кто захочет такие колеса, то обращайтесь в мастерскую. Ребята вам подберут по бюджету и по, соответственно, наличию. Но на самом деле я думаю, что они на новотеках точно так же будут прекрасно и крутиться, и ехать, и вполне себе, как я уже говорил, бюджетный вариант. Так что всем приятных апгрейдов велосипеда, всем пока!